Облазив десятки интернетов, не интернатов и наслаждаясь замедлением ютуба, как-то абсолютно случайно набрел на статью по Halo Infinite. Ладно, окей. Да кто вообще спустя почти 3 года хоть разочек попытался вспомнить о ней? Только те доходяги, которые прошли все игры и просидели все лето дома, обрастая пылью, что в один прекрасный день мама спутала вас с сервизом. Я, как киберспортивный геймер, листая свою библиотеку, обнаружил, что игрушка-то развивается. Точнее, выходит обновление. Насчет развития нам это еще предстоит выяснить. 46 тысяч часов наиграно. И последний запуск 11 сентября 2000... Ладно. Начнем с того, что, возможно, некоторые не знали, но Halo Infinite позиционирует себя как онлайн-игрушка. Я даже делал видик по разбору системы рейтинга. Был у меня, собственно, Алмаз 1. Зайдя в игру, я сразу обратил внимание на новый режим Firefight. Так это еще и PvE. Наша задача захватывать точки и их удерживать. Удерживать придется против ботов, причем не самых умных. Меня хватило на 2 игры, потому что вторая карта загрузилась точно такая же. Плюс ботики убиваются без проблем. И я небольшой фанат PvE в таком вот формате. Поэтому скипаю и перехожу к следующему режиму, который называется заражение. На карте присутствует 12 игроков. Из них 2 в начале раунда абсолютно случайно становятся зараженными. Задача зараженных — убить незараженных, тем самым превратив их в зараженных. Если помните, что-то по типу, как было в CS 1.6. Экшона не так много, поиграть пару раз можно, но мне показался этот режим даже хуже, чем PvE. После 3 игр античит начал ругаться, что я якобы не прошел авторизацию. Причину не знаю, но удалось пофиксить простым перезаходом в игру. Следующий режим — это напарник. Первый мой напарник решил меня подставить, простояв почти всю игру АФК. В какой-то момент он пошевелился, даже появилась какая-то мелкая надежда, что вот, мы сейчас вместе соберемся и накидаем врагам защику, но он снова стал АФК. Пришлось кабанчику в соло как-то выкручиваться, и даже удалось забрать эту игру в свои руки. Режим по сути как обычный дедматч, только вы играете 2 на 2. И чья команда первая наберет 20 убийств, те и выиграли. После этого матча я увидел, что оказывается в Halo добавили какой-то личный рейтинг. Играя в любой режим, мы его повышаем. Даже не рейтинговые матчи. Насколько сильно он будет влиять на будущий подбор в мертвой игре, тут подсказать, увы, не смогу. Это я перечислил те обычные режимы, которые не были на старте, а добавили спустя какое-то время. Возможно, какие-то из них были ранее, точно не припомню. Ну и наконец-то рейтинг. Их тут аж 4 штуки. Арена, резня, напарник и снайперы. Для того, чтобы получить ранг, нам необходимо отыграть 5 матчей. В наши дни это практически Unreal. После 10 минут поиска выдала ошибку, что слишком мало народу. Скорее всего, нужно поджидать время или играть только по праздникам. А вот уже рейтинг резня запустился. Мы отыграли очень потный матч. По крайней мере, первую половину матча мне было достаточно сложно с ними бодаться. Чуть позже расскажу почему. Но под конец взял руки в яйца и забрал этот матч. Сразу же регнул вторую карту, но Halo решила показать мне средний пальчик. Поэтому пришлось пробовать запустить уже 3-й режим рейтинга напарник. Поиск хоть и занял минуты 3, но игру все-таки нашли. И в который раз я убеждаюсь, что играть стало в разы сложнее. Те, кто остались, это ветераны и фанаты этой серии. Снова же, матч 2 на 2, и концовка была напряженная. Победа! Рейтинг, режим, снайперы. Хотел я вам показать, как оно тут все выглядит, да и саму посмотреть. Ну, увы и ах, почти 10 минут поиска. Я и мой напарник против 4, но благо, что игра посчитала это ничьей. И напоследок я решил еще раз запустить рейтинг арена. Прождав некоторое время, наконец-то загрузившись, стало интересно, а что там у меня по пингу? Потому что в предыдущих матчах я чувствовал очень сильную задержку. Ну и как вы можете видеть, 200 МС. Игру мы всрали знатно. Никто не собирался играть до конца. Сразу стали АФК, а потом поливали. Вот вам собственно и рейтинг вместе с экшоном. На релизе было, конечно же, в разы интересней.
Давайте подытожим, как играется Halo Infinite в наше время. Спустя чуть меньше 3 лет она фактически мертва, онлайн нулевой, часто вылетает ошибка с поиском, что людей нема. К тому же пинг под 200 ms точно не даст вам насладиться игрой. В марте этого года решили добавить Easy античит, и так в мертвую игру. Я помню, его ждали на релизе, когда были проблемы с читерами, причем массово. Сейчас этот античит наоборот добавляет геморрой для, давайте скажем, новых игроков. Вдруг кто-то захочет поиграть. С момента релиза действительно я заметил новые карты. Некоторые выглядят очень даже неплохо. Нового оружия вроде как нет. По крайней мере, я не увидел. Но режимчики, которые добавили, мягко скажу, хуетас. Смысла от них нет. Они лишний раз просто разделяют и без того маленькое количество игроков. Хотя то же самое PvE, по сути, для мертвой игры это единственное решение. Никто не пойдет запускать рейтинг при таком низком онлайне. Попробовать поиграть вы можете, но навряд ли словите кайф. Еще чуть-чуть пройдет времени, и скорее всего Halo Infinite полностью уйдет на дно. Но чтобы ролик не заканчивать на грустной ноте, я скажу, что стрельба в этой игре лично для меня одна из лучших. То, как ощущается выстрел, даже с таким пингом, когда ты снимаешь броню и убиваешь чувачка в голову, но это действительно приносит удовольствие. Сам мувмент более медленный и расчетливый, ТТК, который подходит для более опытных игроков. Это мой вид шутера, в который я бы играл. Причем я не фанат вселенной Halo, мне вообще не нравятся эти костюмчики, особенно болванчики, вы помните этот мем. Как-то в свое время она прошла мимо меня, хотя был даже Xbox 360, но так и не удалось пройти ни одну из частей. Как-то так, ребятки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если вам интересно мое мнение, и погнали лупить дальше.